Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я расскажу, чем необходимо подкормить малину ремонтантную в июне месяце. И вообще мы поговорим о том, какие работы необходимо провести в это время, чтобы она отблагодарила нас роскошным урожаем. Начнем давайте, пожалуй, с того, чем я сейчас занимаюсь. Я провожу полив. Друзья, поливы растениям, особенно малина, клубника и другие ягодники, которые вот-вот начнут плодоносить, очень нуждаются в поливах, особенно если у вас легкая почва и сухая погода. У нас сейчас сушь стоит, поэтому поливы мы буквально делаем через день. Растения набирают вегетативную массу, им нужно быстрое развитие, а без достаточного количества воды такого, к сожалению, не произойдет. Если же у вас тяжелая почва, замокшая, идут дожди, сырость, то, понятное дело, поливы, вот то, что я сейчас делаю, проводить не нужно. Вот так они выглядят сейчас. А давайте вспомним, вернемся буквально на 3 недели назад. И в видео я, вот смотрите сейчас на своих экранах, друзья, проводил формировку ряда. И мы оставляли на одном ряду 15-20 побегов. Может быть, на первый взгляд, на момент проведения этой формировочной такой обломки побегов, могло показаться, что растения слишком редко находятся. Но вот давайте теперь вернемся в сегодняшний день и посмотрим, как на самом деле разрастаются эти побеги. Смотрите, какая густота стояния. Это на данный момент, ну, еще не полное развитие, понятное дело, побегов. Поэтому вот 15 побегов на погонный метр – это самое то, что надо. Обратите внимание на толщину побега. Друзья, кстати, сразу скажу, это однолетние побеги, на которых мы будем собирать урожай ремонтантной малины. Они появились у нас из-под земли, с горизонтальных корней, вот весной, буквально в марте месяце. Итак, сейчас достаточно хорошо развито, вот уже с мизинец толщиной, и высота побега достигает, ну, сантиметров 80 до метра. Друзья, в нормальном состоянии, когда начнется плодоношение, побег должен достигать, ну, 1,70 м. Вот на таком побеге, а в некоторых случаях и 2 метров, вот именно на таких хорошо развитых побегах и будет максимальная отдача урожая. Малина будет висеть прямо гроздями. Вот если сейчас они зачахнут вот в сухости, без питания, вот в таком размере, то урожая не соберем. Вот именно поэтому сегодня мы проводим подталкивающую подкормку. Ну, полив, естественно, даем силы для нарастания и подталкивающую подкормку. Чем проводить подкормку? Мы весной проводили подкормку курником, то есть настоем куриного помета. Но, друзья, вот у нас сейчас тоже курника навалом, в принципе, есть, но им сегодня уже нельзя проводить подкормку. Почему? Потому что в любом настое, то ли это коровий навоз будет, то ли куриный помет, там повышенный азот. А сейчас растениям повышенный азот уже не нужен, потому что подкормив удобрением либо азотным, либо с повышенным содержанием азота, мы рискуем просто-напросто вогнать, так сказать, вогнать эти растения в фазу жирования. Они начнут усиленно наращивать зеленую массу в ущерб будущему урожаю. И возможно такое, что жирующие растения отблагодарят нас не крупной сладкой ягодой, а мелкой и малочисленной ягодой. Поэтому сейчас нельзя допустить, чтобы растения пошли сугубо наращивать зеленую массу. Каким же удобрением лучше всего подкармливать? А лучше всего сейчас провести подкормку с балансированным составом макроэлементов по азоту, фосфору и калию. Друзья, еще я рассказывал, когда мы проводили формировку ряда, вот видите, вышло растение за проволоку. Я рассказывал, что через некоторое время необходимо провести осмотр, потому что появятся еще дополнительные побеги. Вот эти побеги вышли уже после формировки. Они сейчас, видите, вот они маленькие, они сейчас способны будут при подрастании существенно загустить насаждение. И вместо 15 растений на погодный метр мы рискуем получить 25-30 побегов. А это густо будет уже. И понятное дело, что малина — это светолюбивое растение. В тени будет плохо оно развиваться, получая мало света. Кроме того, плохая вентиляция в загущенных посадках, мало света, ягода мелкая и ягоды мало. Поэтому дополнительно проводим сейчас такую, ну, доформировку
до формировку. Необходимо эту молодую поросль удалить. Друзья, ну и как обещал, теперь проводим подкормку. Я проводить буду самым простым удобрением с одинаковым азотом, фосфором, калием, нитромофоской. Здесь 16 азота, 16 фосфора, 16 калия. На мой взгляд, вот это простое удобрение, столовая ложка, можно 1,5 столовой ложки. Ничего страшного не будет, потому что не совсем локальное внесение будет. Оно такое по площади. Ну, ряд есть ряд. Ложка, 1,5 ложки на 10 литров воды нитромофоски. Если есть более дорогое удобрение, там, допустим, мастер или еще терафлекс, можно и их использовать. Они более качественные удобрения, но они более дорогие. Вот нитромофоска — это простое удобрение, которое будет тоже эффективно воздействовать и на нарастание зеленой массы, и на дальнейшее развитие корневой системы, и также на закладку генеративных органов. Как вы заметили, мы увлажнили наш ряд, и вот на 1 погонный метр я выливаю 1 ведро разведенной подкормки. Вот таким вот образом, друзья, все очень просто. Еще раз говорю, это не совсем локальное внесение как бы по площади, но тем не менее у малины корень хорошо разрастается, поэтому вся подкормка, я надеюсь, дойдет до цели. Друзья, вот собственно все, что нужно сделать с малиной в июне. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.